Простой и невероятно вкусный ужин всего за 30 минут. Если у вас есть один кабачок и немного фарша, обязательно приготовьте этот вкусный рецепт. Я уверена, что он понравится всей вашей семье. Итак, мне понадобится один кабачок. Кабачок нужно нарезать вот таким способом. Отрезаю немного наискосок кончик у кабачка, делаю один надрез, не дорезая до конца, не прорезая насквозь, и затем отрезаю ломтик. Получаются вот такие вот ломтики, которые держат форму и не разваливаются. Посмотрите внимательно, все делается на самом деле очень быстро и очень просто. Пока сезон кабачков, этот рецепт можно готовить постоянно, хоть каждый день. Он получается очень вкусный, кабачки сейчас дешевые. Блюдо из кабачков получается очень вкусным, сытным и не надоедает. Мы нарезали кабачок, и посмотрите, вот такие ломтики должны получиться. Теперь кабачки немного солим, и можно поперчить черным молотым перцем. Перчить не обязательно, но по вашему желанию будет неплохо. Отставим кабачки в сторону. Я беру миску и разбиваю 3 яйца. На один кабачок понадобится 2-3 яйца. Яйца солим и перчим по вкусу. Добавляю щепотку соли. Немного свежемолотого черного перца, но вы можете взять обычный черный молотый перец из пакетика. И можно добавить немного паприки для вкуса, для цвета и для красивой золотистой румяной корочки. Добавили специи и теперь все хорошо перемешиваем до однородности. Можно при помощи венчика, а можно обычной вилочкой. А я рекомендую сразу готовить двойную порцию, потому что это очень быстрый, вкусный ужин из кабачков. Вы останетесь довольны. Теперь небольшой пучок петрушки. Вместо петрушки вы можете взять укроп, мелко нарезаем. Если нет свежей петрушки, вы можете заменить ее сушеной зеленью. Вот так дополнительно еще петрушку можно порубить, измельчить помельче, чтобы она не была там такими крупными лохмотьями и не подгорала во время жарки. Измельченную рубленую петрушку добавляем к яйцам и хорошо перемешиваем. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада, что вы меня смотрите со всего мира и рада поближе познакомиться с моими любимыми зрителями. Небольшой кусочек сыра натрем на терке. Понадобится где-то 100 грамм сыра. Хорошо подойдет жирный сыр, но можно взять также полутвердый. Сыр можете брать абсолютно любой, который хорошо плавится. Я очень люблю этот маленький секретик и часто добавляю в кляр тертый сыр. Натерли сыр и отправляем его в миску с яйцами. Сыр придаст красивую золотистую аппетитную румяную корочку нашим кабачкам, и они получатся еще более вкусными. Обязательно добавляйте сыр и попробуйте, напишите в комментариях, как вам вариант добавления в кляр тертого сыра. Теперь хорошо перемешиваем яйца с сыром, смешиваем до однородности. Пока отставим кляр в сторону, вернемся к нашим кабачкам. Разложите кабачки на разделочной доске или на тарелке в один слой, чтобы вам удобно было готовить их дальше. Теперь мне понадобится 250 грамм фарша. Отправляю фарш в миску и приправляю по вкусу солью, черным молотым перцем, и также можете добавить в фарш немного паприки по вашему желанию и какие-то еще сушеные травы или специи для фарша, которые продаются уже в готовом виде в магазине. Приправляем фарш по вкусу. Для этого блюда подойдет любой фарш. Вы можете взять свинину, говядину, но я предпочитаю куриный фарш, потому что он очень быстро готовится.
Приправили фарш по вкусу и теперь натираю сюда зубчик чеснока. Вместо свежего чеснока вы можете добавить сушеный чеснок. Главное, чтобы фарш получился с ярким, с ярко выраженным вкусом, и за счет этого блюдо получится очень вкусным. Поэтому специй не жалейте. И осталось только хорошенько перемешать фарш со специями. Друзья, не забудьте, пожалуйста, поделиться этим видео с вашими друзьями. Если вам понравится рецепт, я буду очень рада вашим лайкам и комментариям. Благодарю вас за внимание и за вашу поддержку. Теперь набираю немного фарша и кладу фарш между двумя половинками, двумя ломтиками кабачков. Накрываю вторым ломтиком и слегка прижимаю. Все делается очень быстро и просто. Посмотрите, как легко. На вилочке немного фарша и распределяем его равномерно на ломтики кабачка. Накрываем сверху вторым ломтиком и все готово. Таким образом подготавливаем все кабачки. Я так рада, что открыла для себя этот рецепт. Не знаю, почему я не встречала его раньше, но он действительно достоин того, чтобы записать его в свою кулинарную тетрадку и готовить каждый сезон, потому что очень быстро, просто, экономно, сытно и очень вкусно. Все уже готово, друзья. Можно ставить разогреваться сковородку. Но так как котлетки из кабачков жарятся очень быстро, я сразу предлагаю приготовить соус, чтобы потом на него не отвлекаться и наши котлетки из кабачков не сгорели. Я беру миску и натираю один маленький огурчик прямо в миску. Если хотите, вы можете срезать с огурца кожицу, тогда получится еще более нежно. Сюда же отправляю 4 или 6 столовых ложек йогурта или сметаны. Любой жирности я использую 26% сметану 26% жирности. И добавляю к сметане 2 столовых ложки майонеза. И по вкусу приправляю. Добавляю немного хлопьев сладкой паприки. Вы можете просто добавить красный перец или обычную паприку. Немного черного молотого перца, можно уже молотый из пакетика. Конечно, приправляем солью по вкусу. И я очень люблю в этом соусе нотку чеснока, поэтому натираю 1 или 2 зубчика чеснока на мелкой терке. Вы можете измельчить чеснок при помощи чесноковыжималки. Чеснок добавляйте по вашему желанию, если любите побольше чеснока, добавляйте 2 зубчика. Так, все уже готово, осталось только все перемешать. Это самый вкусный и самый простой соус, который я часто готовлю к любым блюдам. Он всегда стоит у меня в холодильнике и съедается очень-очень быстро. С кабачками этот соус сочетается просто идеально. И я уже ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом. Беру ломтик кабачка, и теперь нам нужно хорошенько обвалять его в муке. Хорошо обваливаю кабачок с 2 сторон, прижимаю муку. Лишнюю муку можно немного стряхнуть. Окунаю кабачок в кляр и хорошенько при помощи вилочки распределяю сырный кляр по всей поверхности кабачка. Выкладываю на горячую сковородку. Беру следующий ломтик и также сначала обваливаю хорошо в муке, затем окунаю в кляр и отправляем на сковородку.
Так что, друзья, если у вас есть один кабачок и немного фарша, обязательно приготовьте эти вкусные котлетки из кабачков. Мне этот рецепт действительно очень нравится, очень вкусный, быстрый и простой. Хорошенько распределяем кляр по кабачку. Посмотрите, сколько сыра. Это очень-очень вкусно. Получится хрустящая и аппетитная золотистая корочка. И выкладываем на сковородку. Сделайте, пожалуйста, огонь средний, умеренный, чтобы кабачки не горели и успели хорошо зарумяниться, зажариться и пропечься внутри. Мясо должно, естественно, хорошенько дойти до готовности, а сами по себе кабачки готовятся довольно быстро. Поэтому здесь просто отрегулируйте огонь. Когда кабачки зарумянятся с одной стороны, аккуратненько переворачиваем и обжариваем ломтики с другой стороны. Жарим примерно по 5 минут с каждой стороны. И, конечно, можете накрыть кабачки крышкой, довести их до готовности под крышкой. А также предлагаю еще один вариант. Вы можете обжарить кабачки с двух сторон, буквально по 2-3 минутки, а затем довести их минут 7-10 в духовке до полной готовности. Здесь кто как больше любит, можно приготовить кабачки только на сковороде, а можно дополнительно подключить духовку, если кто-то считает, что таким образом мясо быстрее и лучше дойдет до готовности. Посмотрите, вот такие красивые, румяные, золотистые, аппетитные кабачки у нас получились. Выкладываем на тарелочку и зовем всю семью на ужин. Я уверена, что все попросят добавки, потому что это так быстро, просто и так вкусно. Этот шедевр из кабачков уже покорил весь мир. Уверена, что он покорит и вашу семью. Обязательно приготовьте, друзья. И напишите ваши впечатления в комментариях. Подаем кабачки со сметанно-майонезным соусом. Выкладываем кабачок, сверху на ломтик кабачка распределяем соус, ложечку соуса. И также можно положить сюда ломтик помидора. Такой вариант получается еще более сочным и вкусным. А сверху посыпаем зеленью. Давайте посмотрим, какой он внутри. Разрежем один ломтик кабачка. Вот такая вкуснятина. Все отлично прожарилось. Фарш полностью готов. И получается очень сочно, очень вкусно. Аппетитная, красивая золотистая корочка, а внутри сочная мясная начинка. Не забудьте поделиться рецептом с друзьями. Я желаю вам приятного аппетита!